Еще немного прикормки доувлажню. Из наживки у меня сегодня будет опарыш и кукуруза. Давайте начнем с двух опарышей. Одного белого и одного красного оденем. Пока достаточно. Опарышей у меня немного, но надеюсь, на рыбалку хватит. Раз, два, три. Ну, где-то вот так вот я буду подматывать. Вот сейчас что-то было, по-моему. Ага, смотрите-ка, притопило. Оба. Может, это поклевка? Конечно, при такой снасти не очень-то будет и понятно. Ну, что-то как-то... Да, ребят. Оба. Нет, зацеп. Эх, елки-палки. Да, блин. Сразу, что ли, зацеп, но это несерьезно. Только поплавок бы не оторвать. Так, давайте попробуем, отпустим леску. Надо было сразу, конечно, с крючком пробовать. Может быть, там какая-то коряга. Так, ладно, давайте попробуем оторвать все это дело. Так, нормально, снасть вроде бы на месте. Но крючка, скорее всего, нет, да? Да, неудачный первый заброс. Ладно, сейчас у меня есть готовые уже крючки, привяжем новый и продолжим. Решил я, ребятки, еще сделать пару шариков, докормить. Поскольку поплавок не всегда точно приходится забрасывать, и он то стопорится здесь, то здесь, ну, в общем, чуть-чуть побольше площадь. Сейчас закормим. Вот так. Отлично. И немножко все-таки прикормки еще оставлю. У меня есть рыбалки отсюда, где я ловил на фидер карпов, карасей, лещей. Очень хорошая рыбалка. Кто не видел, советую посмотреть. Ссылка будет в описании. И сейчас у вас подсказка вверху. Но сегодня я принципиально решил пойти порыбачить на поплавок. Так как баллонка у меня есть. Я уже давно на нее не ловил. И мне нравится ловить на поплавочную снасть, в частности на баллонку. А в этом году я очень мало на нее ловил. И тем более здесь достаточно сложные такие условия для рыбалки. И тем интересней. Вон здесь целая куча спиннингистов. Вон два спиннингиста здесь были. И еще проходило много спиннингистов. Полавливают они здесь тоже рыбку. Опять, ребятки, у меня зацеп. Блин, зараза. Ой. Поводочек 0,10 стоит. Не стал я больше вешать. Ну, конечно же, оторвал я. Да, крючок я оторвал. Ладно, будем опять перевязываться. Крючки сейчас буду использовать. Овнер 502-82. Нормальные такие крючки. Сейчас прям привяжу на этот поводок. Будем ловить дальше. На таком морозе, конечно, только крючки, блин, перевязывать. У меня есть с собой крючки, но поскольку поводок длинный, ладно уж, сэкономлю немножко. Поехал рано, магазины еще были закрыты, поэтому будем экономить. Это у меня домашний опарыш, остался еще с прошлой рыбалки, но его немного. Давайте два, нет, ладно, 3 опарыша оденем. Вот так, 3. Опа. Мало того, что течение идет в ту сторону, еще и ветер дует в ту сторону. Ну, в общем, полный трэш. Мне, как всегда, везет. Но чем сложнее, тем мне интереснее. Как-то странно сейчас себя ведет поплавок. То притопится, то
обратно поднимется. Но это может быть, конечно, влияние ветра. Но сейчас посмотрим. Собака там в будке с ума сходит. Вон, видите, то притопится, то обратно вылезет. Но вот непонятно, поклевка это или нет. Ну, давайте попробуем. И опять зацеп. Да что, не, ну так не пойдет. Блин, а я уже закормил. Ах. Опа. Да, так не пойдет дело, если я так буду отрывать крючок на каждом забросе. Да, опять нет поводка. Оторвал. Блин. Давайте, ребятки, попробуем кукурузину насадим. Крючок, конечно, не совсем под кукурузу у меня, но ладно. О, вот так. Что ж такое-то, а? Там невзуха какая-то сегодня. Так, попробуем сделаем вот так, один оборот, а не 3. Сейчас добавлю кукурузу в прикормку, попробую докормить. Много не буду, так чуть-чуть добавлю. Так, а вот тут, кстати, и сок у меня есть. О, сейчас. Вот так вот. Послаще сделаем. Вот. Вот так. Должна ловиться рыбка, должна. Ух ты, добро. Конечно, вон там на мелководье, я в тот раз вот фидером, он там сидел и он туда кидал. Ну вот где вот эти палочки примерно. И у меня клевало. Но это было давно. Сейчас наживил 2 опарыша и кукурузину. Ну, пускай стоит. Может, что-нибудь проклюнется все-таки. Я надеюсь. Времени сейчас 15 минут 12 уже. Я еще не увидел ни одной поклевки. Уже часа 2 сижу.